Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своей дачной усадьбе. Сегодня я расскажу вам об очень красивом, оригинальном и романтическом растении, которое называется акация ленкоранская. Я перевела съемку непосредственно на этот куст прекрасный и покажу его красоту. Листья у акации ленкоранской похожи на листья мимозы. И ведет она себя примерно так же, как и мимоза. Вечером листочки ее складываются, а вот так вот веерком рассыпаются утром, когда восходит солнышко. Во время дождя листочки тоже собраны в узенькие полосочки. Почему я именно сегодня выбрала время рассказать об этом растении? Потому что сегодня, приехав на дачу, я обнаружила, что акация ленкоранская зацвела. Некоторые цветочки ее недалеко от земли, невысоко. Я их могу снять, и вам их хорошо видно. А в основном вся красотища, конечно, наверху. Не знаю, насколько получится показать вам всю эту обалденность. Ну, попробую. Растет у меня это растение уже больше 10 лет. Купила я его совсем маленьким, в горшке, правда, укорененным. Купила, как говорится, на свой страх и риск, потому что много было противоречивых мнений. Продавец, конечно же, уговаривала меня приобрести это растение, говорила, что оно очень устойчивое в нашем климате. А совершенно случайная женщина прохожая стала мне рассказывать, что она когда-то купила акацию ленкоранскую и очень разочаровалась. Она постоянно вымерзала у нее. Но я настолько была влюблена в это название, что просто, несмотря ни на что, решила, беру. И действительно, вы знаете, несколько лет она у нас за зиму вымерзала. За дачный сезон веточки вырастут высотой больше 2 метров, а за зиму они вымерзали. И новый сезон приходилось начинать все заново. На 4-й год муж говорит: ты знаешь, давай попробуем старые ветки, не будем вырезать. Может быть, они создадут какой-то такой комфорт, более как утепление будут для молодых веточек. И мы попробовали не вырезать ветки сухие в сезон дачный. Вы знаете, на следующий год то ли время пришло, то ли действительно молодые росточки согрелись старыми ветвями сухими, но акация перестала вымерзать. А еще через пару лет она у нас зацвела. Очень люблю это растение, оно оригинальное, красивое и сразу веет какими-то такими, знаете, тропическими настроениями, морской бриз. Прямо аромат вдыхаю моря. Очень люблю это растение. Его можно формировать и как куст, и как дерево. Ну, формировать как дерево у меня не получилось. Вот оно начало расти кустом, и я берегла каждую веточку. Думала, боже мой, слава богу, что не вымерзла, слава богу, что есть росточек. И вот она у меня растет таким кустом. Сейчас отойду подальше, чтобы обзорность вам показать.
Вот такой куст. Сейчас покажу вам еще одно растение, которое считалось всегда южным, но в последние годы оно прижилось и в наших краях. Сейчас здесь съемочку прерву и пройдусь к другому растению. Растение, о котором я хочу вам рассказать еще сегодня, называется кампсис или текома. У меня очень много кустов текомы, в основном вдоль заборов. Она цветет на протяжении всего лета, дает много зелени. И мой заборчик выглядит очень нарядным. А это вот куст у меня один, растет возле опоры для качельки. Очень красиво разросся, создает тень. Уютно очень под ним в жару кататься на качельке. Вот такой у нас здесь уголок отдыха образовался, красивый. Раньше текома росла только в южных районах, а сейчас она стала очень популярным растением и в нашей области. Есть несколько видов текомы. Ну, в частности, они различаются по степени окраски граммофончика, по форме свисания веточек. Но эта разница видна лишь только если два растения растут рядышком. А так она практически незаметна. Ну, а эти граммофончики желтого цвета, конечно же, говорят сразу сами за себя, что это текома другого особого вида. Кустик с желтыми граммофончиками растет у меня года 3-4. Совсем небольшой еще, но очень оригинально разнообразит мой сад. Одним из недостатков текомы является то, что она на определенном этапе своего развития начинает давать очень много подземных ростков, которые пробиваются на солнышко довольно далеко от маточного куста и совершенно неподходящих местах, или посреди дороги, или на клумбе, где совершенно ни к чему такое пышное вьющееся растение. Ну, я пыталась с этим бороться пока что путем вырывания этих кустиков, росточков, скашивания, выкапывания. Но есть и химические методы борьбы. Я думаю, это не столь большая проблема, и при желании она вполне решаема. А так это растение очень нарядное, красивое. И спасибо ему, что оно есть. На этом буду оканчивать сегодняшний эфир. До новых встреч, мои дорогие друзья. Кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, ставте лайки і пам'ятайте, в нас обов'язково все буде добре.